Всем привет! Добро пожаловать на мой парфюмерный YouTube-канал, который называется Душный Блотер, а меня зовут Настасья, и вы попали на видео, где мы будем с вами разбирать пион в парфюмерии. И если вы сюда зашли посмотреть уже непосредственно подборку парфюмерии с нотой пиона, то, пожалуйста, в описании к этому ролику будут все тайм-коды и названия ароматов, поэтому можете сразу потыкать на то, что вам интересно. Ну а я начну с такого небольшого все-таки вступления классического, как пион, этот цветок, представлен на парфюмерном рынке. Спойлер, почти никак. Сам пион, цветок, не содержит достаточно ароматических соединений для того, чтобы их использовать в парфюмерии. То есть классические методы дистилляции, экстракции, которые используют для получения разных ароматических соединений из таких привычных нам цветков, как роза, жасмин, здесь не работают. Из пиона можно что-то получить, но это будет очень нестабильное вещество, которое в придачу еще почти не сохраняет запах, аромат этого цветка, поэтому использование в парфюмерии это супер нелогично и не имеет смысла. Поэтому в отличие от всех остальных цветков, которые чаще всего успели все-таки побывать в формулах ароматов когда-то, да, но сейчас они, например, тоже заменены синтетическими всякими соединениями, потому что либо их дорого стало производить, либо в целом как-то проще стало, да, с синтетическими искусственно выведенными молекулами работать, то пион, в отличие от них всех, он в принципе никогда и не бывал у нас с вами в наших ароматных баночках. Поэтому он всего лишь остается цветком, а не настоящим парфюмерным ингредиентом. Но что же тогда делать, если вы все-таки очень хотите аромат с пионом? Неужели таких не существует? Они существуют. Просто вот этот невероятный, нежный, легкий запах пиона, парфюмеры, они достигают его с помощью других средств, всего-навсего. Вообще, изначально, если вы такие, знаете, люди, которые говорят, я не люблю розу, но вот бы я хотел очень аромат с пионом, то спешу вас расстроить, потому что пион в парфюмерии все-таки часто делается, как это сказать, с помощью тех же инструментов, тех же молекул, того же сырья, что и роза. Это очень частое явление. И даже часто вот в этих пирамидах на фрагрантике, которые пишут для нашего с вами какого-то общего просто понимания вайба аромата, пион уже сразу часто стоит рука об руку с розой в нотах. Поэтому не спешите всегда говорить, что вы не любите розу в парфюмерии. Роза вообще есть примерно в 80 ароматах, которые существуют на рынке. Но сейчас не про розу, это я просто очень люблю розу в парфюмерии. Но я клоню к тому, что очень много хейтеров есть розы в парфюмерии, хотя на самом деле с помощью розы добиваются многих интересных нот в ароматах, так что не спешите ее хейтить. Также ноту пиона парфюмеры добивают, можно так сказать, с помощью сырья герани той же, например, с помощью материалов, которые используются для создания аромата ландыша, для создания ароматов арбуза, например, или какие-то такие общие акватические озоновые ноты, потому что пион это у нас, наверное, мне все-таки кажется, такой самый нежный цветок, самый воздушный, самый акварельный такой. Реально, если была какая-то энциклопедия, где надо было бы проиллюстрировать нежность, то рядом со словом нежность, мне кажется, из цветков был бы именно пион. Поэтому все, что мы с вами ищем в парфюмерии с запахом, с ноты пиона, носит исключительно такой эфемерный образ. Это мы ищем исключительно образ, а не сам аромат пиона. Вот этот образ воздушности, нежности. И мне даже кажется, большинство из нас ищут именно пион, запах пиона после дождя. Скажите мне, я угадала или нет? Потому что я лично очень любила и до сих пор люблю, как пахнет пион именно после дождя. Как будто бы вот в этот момент у пиона самый нежный и самый такой акватически приятно разбавленный, очаровательный аромат, который бы я тоже не прочь была закупорить в какой-нибудь флакончик. Но недавно парфюмеры упростили себе чуть-чуть жизнь, создав специальную молекулу, которая называется питалия. Она сейчас безумно популярная, и вы поймете почему, когда я начну перечислять ароматы, где она есть. В стенах такой фабрики, такого концерна, который называется Живодан, это такая компания, которая производит как ароматизаторы для пищи, так и ароматизаторы для бытовой химии, для всяких косметических средств и также для парфюмерии. Это, наверное, самая или одна из самых крупных таких компаний, которые производят вот как раз-таки эти отдушки и ароматизаторы. И вот в стенах этой компании была создана молекула, которая называется питалия, которая
как бы призвана интерпретировать или презентовать, вот презентовать это правильное слово, аромат пиона в парфюмерии. Но Питалия вообще пахнет пионом, все той же розой и даже частично личи. И как вы думаете, для какого аромата изначально была создана эта молекула? Для супер популярного аромата в наши дни. Давайте, ну просто прикиньте, я до 3 досчитаю. 1, 2, 3. Это для аромата Fleur Narcotique бренда Ex Nihilo. Этот аромат делал Квентин Биш, который, кстати, работает в Живодан, парфюмер известный. И мне кажется, он очень любит эту молекулу, потому что часто можно в его других ароматах проследить какой-то вот этот вот вайбок. Например, он делал другой аромат, тоже хайповый и известный в наше время, который называется Делина от бренда Parfum de Marly. Там тоже используется Питалия, и там тоже аромат про розу с пионом. А также бренд Ex Nihilo любит в целом добавлять эту молекулу к себе в ароматы. Уже не обязательно, чтобы эти ароматы были подписаны авторством Квентина Биша. Может быть, все равно они просто заказывают эти формулы в Живодан. Но, например, другой аромат, довольно тоже известный в этом бренде, который называется Lost in Paradise, тоже содержит эту молекулу Питалия. И, не знаю, может, для кого-то это интересный факт, и Fleur Narcotique, и Lost in Paradise – это якобы 2 любимых аромата Хейли Бибер. Так что, если кто-то поклонник или на кого-то очень действует эта информация, что какие-то ароматы любит какая-то знаменитость, то вот, пожалуйста. Следующий парфюм, которым хочу с вами поделиться, относится к бутиковой линейке Lancôme, называется «Роза Пионы». Там у него очень милая, интересная пирамида, там, по-моему, несколько видов роз у них прописаны, пион прописан, малина, розовый перец и водные ноты. И несмотря на то, что в пирамиде нет никаких страшных формул, которые бы писали, что там есть Питалия, один из парфюмеров, которого я читаю, говорил, что есть в этом аромате тоже Питалия. Так что, кому интересно, можете тоже потестить и сравнить. От меня хочу поделиться ароматом от бренда Salvatore Ferragamo. Неожиданно. Я, кстати, никогда особо вроде как не упоминала этот бренд. И у них есть такой аромат джунгли, что-то там, но здесь вы увидите картинку обязательно. Очень милый аромат, который состоит всего из 3 нот. Ну, на фрагрантике, конечно, формула там гораздо больше. Но там прописаны зеленый горошек, пион и морские ноты. И мне кажется, это очень мило. И действительно, когда я его вдыхала, я его плоховато помню, но помню, что он мне очень понравился своей вот этой простотой, легкостью, наивностью и вот этим вот вайбом огорода или дачи, таким милым, приятным вайбом огорода или дачи, а не то, что там какая-то морковка и земля. Нет, вот эта вся нежность, свежесть и вот этот свежий, приятный воздух. Поэтому очень его рекомендую. Он, конечно, очень простенький, это как вот такая водичка-поливашка, все такое. Но, во-первых, он недорогой для своей стойкости, для своего характера, что уже хорошо, потому что у нас есть некоторая ниша, которая стоит космос, а ведет себя на коже в раскрытии примерно так же, как этот аромат. Поэтому, ну, милашка, очаровашка, такой простенький и миленький, мне кажется, он довольно так приближается к вот этому вот вайбу свежего пиона. Из интересного, кстати, когда я готовилась к этому видео, я вдруг случайно обнаружила, что у аромата тоже довольно известного Blanche by Red в нотах тоже есть пион. И как бы так ты об этом никогда не подумаешь, и я не хочу его здесь прописать как прям пионовый аромат. Но в целом, действительно, когда ты вдыхаешь этот Blanche, вообще это один из самых известных ароматов чистоты, вайб вот этого постиранного белья, все вот в этом духе. Но, знаете, действительно, когда ты уже понимаешь и знаешь, что там маркетологи прописали эту ноту как пион, то в целом как будто бы можно вообразить там какую-то именно пионовую свежесть, знаете, типа стиральный пирожок, стиральный порошок, может, я есть хочу, стиральный порошок с ароматом пиона, вот примерно так. Может быть, это у меня просто уже разыгралась фантазия, но в целом как будто бы этому аромату очень подходит наличие такой ноты, как пион. Напишите, согласны вы со мной или нет, и, может быть, кто-нибудь там реально чувствует пион, а я до этого никогда этого не чувствовала. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. В целом, хочу сказать, вот я так размышляла, где все-таки, как и при каких условиях можно найти тот самый аромат с пионом. И я пришла к такому выводу, что, наверное, за ароматом пиона или вайбом
таким, какой создает именно пион, надо спускаться чуть-чуть ниже по парфюмерной лестнице, если можно так сказать. Не пытаться найти пион в нише, в нишевых ароматах, как будто бы. Можно поискать его, попытаться в люксе, но, скорее всего, это будут какие-то абстрактные цветы, букеты в люксовых ароматах. Ну, кстати, очень хвалят какой-то фланкер Miss Dior. Ну, здесь будет обязательно его картинка, где якобы тоже есть нота пиона, и для кого-то он пахнет пионом. Я не очень люблю в целом парфюмерию Dior, и эту линейку Miss Dior, и вообще такое явление, как фланкеры, я не очень люблю. Поэтому, честно говоря, сама свои впечатления об этом аромате я не могу сказать, потому что я к нему даже вообще, по-моему, не подходила. Но, как факт, можете иметь это в виду. Но давайте, может быть, еще чуть-чуть ниже спустимся в такой middle сегмент. Например, французский бренд Fragonard, который я, кстати, довольно часто упоминаю, у меня даже есть ролик с фабрики Fragonard. Если вам интересно, обязательно зайдите, посмотрите. Ссылка будет в описании к этому ролику. Я оставляю всегда все ссылки на свои другие ролики, которые упоминаю в своих видосах. Так что все всегда найдете в описании. Так вот, вот эта фабрика Fragonard, и у них есть тоже аромат с пионом. У них, кстати, довольно много ароматов с разными цветами, если мне не изменяет память. И с пионом у них тоже есть парфюм, причем там в нотах заявлен пион вообще на любой вкус. Там есть красный пион, розовый пион и белый пион. К сожалению, я непосредственно с этим ароматом, наверное, не знакома, не могу его припомнить, но как факт он имеется, и стоит он тоже, что приятно, не очень дорого. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на этот бренд, как Fragonard. Вообще всегда его рекомендую. Делают он хорошие композиции, и стоят они не заоблачных денег. И также еще рекомендую обратить внимание на бренд L'Occitane, тоже middle сегмент. И помнится мне, у них тоже был аромат с пионом. И мне кажется, вот эти вот ребята, вот эти бренды, которые не претендуют на какие-то сложные истории, какие-то хитросплетения нот и всякое такое, вот у них надо искать аромат с пионом, поэтому в L'Occitane тоже обращаемся, а также не стесняемся и заходим, тестируем то, что у нас есть в наших обычных косметических магазинах, где мы там покупаем, не знаю, туалетную бумагу и зубную пасту. Там тоже всегда вот есть стенд с парфюмами, такими совсем уже no name. Ну а почему бы и нет? Как правило, такие парфюмы и делают что-то вот похожее на это. Поэтому, если вам прям остро необходимо как-то найти самый нежный пион, самый воздушный и так далее, то я вот советую обращать внимание все-таки на бренды, у которых меньше какой-то претенциозности, да. Я думаю, там будет реальнее найти более какой-то классический вариант пиона, потому что, например, те ароматы, которые я озвучила в начале, Fleur Narcotique, Delina, они это хиты нишевой парфюмерии, и несмотря на то, что там используется вот эта нота питалия, она все равно в себя включает не только пион, как я уже сказала, а розу и личи. Поэтому там все-таки не совсем про нежнятинку такую, да. Это надо понимать, чего вы точно хотите. Вы хотите прям совсем ультра нежности, или вы готовы к каким-то парфюмерным дополнением к ноте пиону. Поэтому тут тонкий такой момент. Ну что, вот такое у нас видео с вами про пион получился. Говорить о нем в парфюмерии не то, что не имеет смысла, а в целом просто нет каких-то оснований о нем долго говорить в парфюмерии, потому что, как я уже сказала, он даже никогда особо не заходил на ее территорию, если говорить про парфюмерное сырье. Но парфюмеры все равно пытаются, как и мы с вами, вдохновляться этим растением. Но, тем не менее, цветок этот так и остается прекрасен собой, согласитесь, да, и остается королем, наверное, больше флористики, нежели парфюмерии. Напишите, пожалуйста, ваши любимые парфюмерные пионы, вообще охотились за ними когда-нибудь или нет, интересно вам эта нота или нет, мне будет интересно послушать, потому что, кстати, часто люди слышат пион там, где его вообще даже парфюмер и не задумывал. Например, там в нотах вообще нет пиона, но для кого-то этот аромат может пахнуть пионом, поэтому, пожалуйста, пишите свои какие-то инсайты, свои парфюмерные открытия, нам всем будет действительно очень интересно почитать в комментариях, не только я, но и другим зрителям. Так что спасибо вам большое за просмотр, обязательно не забывайте подписываться на мой телеграм-канал,
телеграм-канал, который тоже созвучен с названием YouTube канала «Душный блотер». Там у меня прям такие обзоры парфюмов, классические обзоры парфюмов. Подписывайтесь на мой инстаграм, который называется Renewfloss. Там у меня такая Reels-среда, да, я снимаю такие короткие информативные ролики. И, конечно же, не забывайте подписываться на мой YouTube канал, который вы сейчас смотрите. Обязательно проверьте кнопочку у вас красненькая или серенькая подписаться. Мне всегда приятно новым подпискам и вообще разным реакциям и комментариям. Сейчас сложновато стало развивать YouTube, поэтому любая ваша реакция и поддержка для меня очень ценна, поэтому не поленитесь как-то мне об этом сообщить с помощью реакций или комментариев. Мне будет очень приятно. Ну, а я с вами тогда прощаюсь до следующего видео. Оставайтесь на моем канале. Все будет очень интересно, я вам обещаю. Так что до новых встреч. Пока-пока.